Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, а также практики настроя, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. В последнее время я работаю над видеомедитациями, в которых вам даже не надо ничего делать, вы просто смотрите. Даже можете не повторять то, что я говорю в медитации. Конечно, если вы сами концентрируетесь и повторяете, медитация работает лучше. Но, опять же, это ваш выбор. Вы можете просто смотреть и точно так же через какое-то время, для каждого из вас это индивидуально, для некоторых достаточно просмотреть медитацию 2-3 раза и уже наступают перемены, а некоторым надо и посмотреть несколько недель. Я всегда советую минимум 3 недели, тут 3-4 минуты вашего времени, просто посмотрели, вдохновились, воодушевились и идете вперед к вашей счастливой жизни. Ведь каждый из нас хочет быть счастлив. Для каждого из нас это что-то свое. Что могу сказать точно, что счастье – это состояние души, которому вы можете себя научить. И оно не зависит ни от каких обстоятельств, которые происходят вокруг вас. Чем больше вы это будете осознавать, тем лучше будет ваше состояние, и тем, соответственно, Вселенная, высшие силы, Господь, космос, энергия, это же все энергия, будут подстраиваться под вас. Ведь что вы излучаете, то вы и получаете. Транслируйте энергию счастья, и вы получаете события, людей, ситуации, знаки для именно получения всего, что принесет вам счастье. Подумайте об этом. Ну и сегодня соответственный расклад по дороге к счастью, по умолчанию. Что же было бы здорово сделать вам вот для этого самого счастья? Ну, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Вы знаете, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок приходит в вашу жизнь. Сегодня это новая колода, называется она «Луна и звезды». Интересная, не знаю, первый расклад на ней сегодня делаем, посмотрим, как же она нам расскажет о наших действиях, чувствах, стремлениях к этому самому счастью по умолчанию. Вот моя задача, чем больше из вас приобретут это самое счастье, тем больше я вдохновлюсь, или я вдохновляюсь, когда я слышу о изменениях в вашей жизни. И это значит, что я на правильном пути и на правильном, на том месте, где я хочу быть. Я очень хочу иметь возможность вам помочь. Ну что, надеюсь, вы готовы. Политинформация закончена, и мы посмотрим, что же сделать по дороге к счастью. Что было бы здорово вам сделать для того, чтобы быть счастливыми. Посмотрим, что ж посоветует нам Таро. Ну и первое, что я могу сказать, это вообще эта карта
я всегда говорю гордое одиночество. Карта говорит о том, что все-таки первое, что надо сделать, это понять, что и взять ответственность на себя за свою жизнь. Не искать виноватых в тех или иных событиях. И даже если действительно человек сделал вам что-то, что по вашему мнению неправильно, не держать ни злобы, ни обиды. Ведь обида и злоба, она ложится грузом на вас. И, соответственно, меняет вашу энергетику, и вы притягиваете к себе еще больше причин для того, чтобы злиться, для того, чтобы раздражаться и обижаться. И эта карта говорит отшельник, и она говорит о том, что именно в данном раскладе она говорит о том, что все-таки только вы ответственны за свою жизнь. И даже вот это раздражение, обиду и злость вы притянули сами. А вот чем вы это притянули, у каждого из вас это что-то свое. Поэтому я, когда на личных консультациях, я всегда нахожу именно причину того, что с вами происходит. Убрав причину, мы можем изменить события. Поэтому, если вы не хотите рыться в себе и искать эту причину, просто примите по умолчанию, что любые негативные посылы надо отпускать с миром, и оставляя себя в мире с собой и с вашей Вселенной. Смотрим еще, что же надо. Ну, я хочу вам сказать, что тут глобальные идут карты. Уже вторая карта – это старший аркан. Первый старший аркан, я вам сказала, отшельник, сейчас императрица. Ну и императрица говорит о том, что вам больше надо заботиться о себе. Именно в этом раскладе вижу, что только забота о себе, доверие себе, любовь к себе принесет вам результаты. Первое, и оно изменит ваше внутреннее состояние, это любовь к себе, это не эгоизм, ни в коем случае. Вот кто-то из вас подумал об этом, и я это услышала. У кого-то, кстати, очень сильная энергетика, потому что слышу я в основном тех, у кого действительно сильный энергетический уровень, и я быстрее к вам подключаюсь. Так вот, любовь к себе – это не эгоизм. Ведь даже по психологии, по любой психологии, по классической и по современной, на первом месте в вашей жизни всегда должны быть вы. Нет, это не значит, что не надо заботиться о людях, помогать людям. Ни в коем случае это не значит это. Но когда вы соглашаетесь помочь кому-то, сделать что-то для кого-то, первое, вы должны руководствоваться своим внутренним состоянием. И у меня даже есть видео на канале «Скажи нет для собственного счастья». Потому что иногда люди делают что-то в ущерб себе. А вот делая что-то в ущерб себе, оно не принесет пользы не тому человеку, для которого вы делаете, потому что человек на энергетическом уровне будет чувствовать вот ваше раздражение. И все равно, даже если вы будете это делать, это первое получается, что это будет не от всей души, потому что вы будете тяготиться тем, что вы согласились на что-то, что вам не хотелось делать. И, соответственно, человек может даже выступить с претензиями на качество вашей помощи, что еще больше вызовет в вас раздражение. Поэтому помогать вы должны только тогда, когда это идет в гармонии с вами. Когда действительно вы чувствуете, что вы хотите это делать, и человек
для которого вы хотите это сделать, готов, открыт для принятия искренней помощи. Я знаю, что это очень нелегкий лабиринт, это своего рода лабиринт, и в каждом случае это работает по-разному. Поэтому прежде всего помните, что да, в вашей жизни вы на первом месте. Никто, ни дети, ни родители, ни ваши партнеры по жизни, ни друзья, никто не может быть в вашей жизни на первом месте. Только тогда, когда вы научитесь ставить себя на первое место и адекватно относиться ко всему, что происходит, и понимать, что когда у вас состояние души счастья, тогда вы можете им делиться, и тогда вы и притягиваете к себе, даже если человеку надо помочь, вы понимаете и чувствуете вот это счастье от того, что вы помогли. Только таким образом было бы здорово жить в состоянии внутреннего счастья и в состоянии, когда вы у себя самое любимое дитя. Ведь даже есть у меня практики, и очень часто вы, наверное, слышали не только у меня, что исцели своего внутреннего ребенка. И это помогает достичь вот этого счастья. Ведь только когда мы смотрим за своим внутренним ребенком, лелеем его, холим его, любим его, тогда мы счастливы. И, соответственно, мы тогда можем делиться своей любовью, своим счастьем и нести в мир вот эту самую и помощь, и любовь, и заботу, и счастье. Поэтому прежде всего, мои дорогие, помните, что только вы, когда вы счастливы сами по себе, вы можете нести в мир счастье. А это достигается именно любовью к себе, доверием себе и верой в себя. А вот вера в себя уже несет следующий шаг, когда мы идем и достигаем. Ну и итоговая карта. И она говорит о том, что перестаньте себя гнобить, перестаньте себя ругать. Никогда в жизни не ругайте себя, никогда в жизни не предъявляйте себе претензии. Любая ситуация, любое ваше действие, оно имело какую-то причину. Если вы считаете, что что-то вы сделали не так, то попросите прощения или у людей, или у ситуации, или даже у себя. Попросите у себя прощения. Позвольте себе иногда быть плохим мальчиком или девочкой. Потом попросите прощения, отпустите это и старайтесь никогда себя не ругать. Ругая себя, вы притягиваете к себе ситуации и события, в которых как вы, так и другие будут вас ругать. А вам это абсолютно не нужно, потому что любое ваше действие имеет место быть. Помните об этом. Ну и, конечно, старайтесь делать все экологично. Все должно быть на благо вам и без вреда всему сущему. И тогда у вас даже не будет причин себя ругать. Ну и это третье, что вы должны были бы, или было бы здорово, чтобы вы сделали по дороге к счастью.